Старый и глухой пес Макс около 17 часов провел в австралийских пустошах, не отходя от потерявшейся трехлетней девочки Авроры. Когда спасатели подошли ближе, Макс встретил их и проводил к месту, где находился ребенок. Маленькая Аврора пропала после 3 часов дня в прошлую пятницу, после того, как вышла на прогулку из своего дома в сельской местности в штате Квинсленд. За ней увязался семейный пес Макс породы австралийская пастушья собака. Погода в тот день была пасмурная, и когда люди спохватились и начали искать ребенка, дождь уже уничтожил все ее следы. На ночь поиски были приостановлены. В субботу рано утром более 100 добровольцев начали массовый поиск ребенка, прочесывая заросли и обходя пустоши. И в 8 утра ребенок был найден в 2 километрах от дома. Сначала спасатели натолкнулись на Макса, который побежал и повел за собой людей. Через несколько минут люди нашли девочку, с ней все было в порядке, а она отделалась парой царапин. По всей видимости, Макс все эти часы был рядом с ребенком и охранял его. За такую хорошую работу Макс получил звание почетной полицейской собаки. Территория вокруг дома родителей девочки довольно холмистая, и местность очень неприветливая, если ходить тут пешком. Удивительно, как девочка смогла пройти так далеко. Поиск шел очень сложно, там много сухого кустарника и другой растительности, а также крутых склонов, рассказывает член поискового отряда Ян Фипс. В поисках участвовала бабушка Авроры, она шла и все время выкрикивала имя девочки, и вдруг однажды она услышала голос ребенка, отвечающий на ее крик. Люди побежали к тому месту, и их встретил пес Макс. Он вывел спасателей на девочку. Аврора была немного подавлена и напугана, когда увидела, что мы все вокруг начали плакать. Но я сказала ей, что это слезы счастья, рассказывает бабушка, с ней могла случиться сотня разных неприятных вещей, но мы ее нашли, и она жива и невредима. Сообщается, что Максу 17 лет, и что он глухой и частично слепой. С девочкой у него всегда были хорошие отношения. От Авроры сильно пахло мокрой собачьей шерстью, всю ночь она проспала в объятиях собаки, и это частично защитило ее от ночного холода.